Добрый день, друзья! Один из часто задаваемых вопросов – это почему растут после покупки орхидеи, после того, как она отцвела, начинают расти молодые листики, и они какие-то кривые. Разные бывают растут листики. На этот вопрос можно ответить буквально одним предложением, потому что к стимуляции роста орхидеи применяются гормоны. Есть 3-4 гормона, которые применяют в теплицах, где выращивают, в оранжереях, где выращивают наши орхидеи. И действительно, на этот вопрос просто простой ответ. Но я всегда иду дальше. Мне всегда интересно, какие гормоны, как применяют, почему. И некоторые орхидеи не растят никаких кривых листиков, а некоторые орхидеи растят. Я поставила 3 свои орхидеи. У меня действительно немного таких орхидей, потому что я вижу, какие орхидеи покупаю. Это, во-первых, если вот так у орхидеи скручен лист, сейчас у меня нет такой орхидеи, но бывает вот так скручен лист вовнутрь, прям вот загибаются туда вовнутрь вот так листики. Вот бывает такое, он прямо в трубочку свернут. Это уже однозначно орхидея стимулирована гормонами роста и стимулирована сильно. Поэтому при покупке такой орхидеи вы будете точно знать, что она может вырастить и такой листик, а может уже и переработать эти гормоны и начать растить другие листики. На примере показываю, потом еще расскажу, как это все происходит. Вот есть у меня такая орхидея, маленькая мини-орхидейка. Она сама по себе странная. Покупала я ее примерно года 1,5 назад. Цвела она у меня уже раза 3-4 за это время. Она странная в цветении и была очень странная в росте. Что у нее странного в цветении? Вот у нее 2 цветоносика. Вот этот бутон она еще не распустила, а цветочки уже начала сбрасывать. Она очень быстро отцветает. Я даже никогда не вижу, чтобы все бутоны на веточке были распущены. То есть вот здесь она уже пару цветочков сбросила. А когда я ее купила, те листики она уже тоже сбросила. Вот один листик остался с тем, с которым я ее покупала. Были большие нормальные листья. А когда она начала расти дальше, я была в непонятном шоке, сейчас я вам покажу. Она начала растить вот такие маленькие, вот еще меньше, потом были еще меньше. Вот такие загнутые. Вот видите, он как-то растет даже неровно. Но она их уже поотсушила. Штук 8 листиков были, сантиметра 2-3, малюсеньких. И она прям этим стволом растила эти листики малюсенькие, и потом вдруг начала цвести. Вот моментально из этих малюсеньких листиков полезли цветоносы. Вот это то, что называется гормональная подкормка. Но потом, когда, видимо, гормоны у нее переработались и закончились, она начала выпускать нормальные, хорошие, большие листики, даже с какими-то интересными маленькими крапинками. Есть еще одна орхидея. Это радуга. Я ее в прошлом году вам показывала, как она цвела. Она опять с цветоносом. У нее не было, когда я покупала, были все листья нормальные, но потом она вот такой выпустила кривой, с каким-то маленьким отростком, непонятный лист. Но он остался так одним. После этого она начала растить небольшие листики и уже растит следующий цветонос. Это то, что касается 2 этих орхидей. Видимо, гормоны усвоились, переработались орхидеи, и она начала растить хорошие листья. А то, что касается сурфсонга, я его и покупала вот с такими кривыми листьями. Понимала, что это будет. Потом он начал выкручивать вот так листья. И вот даже последний, посмотрите, какой кривой, выкрученный лезет лист.
Да, цветонос тоже есть, вот он. Вот у Сурфсонга цветонос. Никаких вредителей на этой орхидее нет. Поэтому здесь только влияние гормонов. И все-таки, что же такое применение гормонов к нашим любимым орхидеям? Я вам рассказывала, но вкратце расскажу еще раз. В природе орхидея до цветения растет примерно 3-4 года. Вот мы с вами покупаем малышей, маленькие-маленькие, их уже немного простимулировали, но совсем чуть-чуть. И вот мы купили этого малыша. И очень часто они растут медленно, медленно, медленно. Вот проходит действительно 3 года до первого цветения. Но тех, которых успели простимулировать гормонами, они вдруг у вас выдают эти цветоносы. Цветоносы там растут потихонечку. Но вообще в природе орхидея растет очень долго, 3 года. А как вы знаете, покупные горшки, я вам тоже их показываю, на покупном горшке всегда пробита цифра. Ой, сейчас нет у меня здесь рядышком такого покупного горшка. Специально сходила, вам принесла, чтобы не быть голословной, купленную орхидею где-то, наверное, с месяца назад, чтобы вам показать, как пробивают на горшочках время посадки. GMP всегда на горшке, вот GMP, по крайней мере, это всегда делает, пробивает дату посадки маленькой орхидеи вместе с торфяным стаканом. Вот посажена 20-11-19 года. Я ее купила месяц назад, это было в декабре. То есть этой орхидеи, по сути, всего год. А в природе орхидея растет 3 года. Поэтому эта орхидея обязательно будет стимулирована гормонами роста. Есть гормоны роста, есть гормоны цветения. И вот с такого маленького 1,7 размерчика орхидейки начинают за год выращивать вот такого маленького слоника. Причем обязательно цветущего. Но мы же хотим очень много орхидей. Поэтому все производители обязательно работают с гормонами. И вот здесь есть нюанс. Если это производитель, ну скажем так, ответственный, с гормонами работать очень надо тщательно. То есть там вот эти граммовки маленькие, там дозировки, это все должно быть выдержано для того, чтобы не разорвало орхидею от этого роста. Потому что, ну представьте, что такое расти 3 года, что такое расти 1 год. Чтобы она успевала межклеточные вот эти все в листиках правильно вырастить межклеточные связи. А кто не очень ответственный производитель, ну, мало ли там, добавить там еще 1 столовую ложку, ну, чтобы побыстрее росло. Кстати, мы с вами то же самое делаем. А почему бы нам там побольше или поменьше удобрения? Нет, это все должно быть правильно рассчитано. Ну и вот из-за таких недобросовестных, скажем так, производителей мы получаем с вами вот такие корявые листики. Что я вам хочу сказать? Вы не думайте, что мы с вами не применяем этих гормонов. Мы с вами применяем эти гормоны тоже, мы просто об этом не знаем. У кого пытливый ум, тут обязательно пойдет смотреть, например, Rebuff Extra. Пойдет смотреть на сайт производителя, кто этот Rebuff выпускает, и будет добиваться, чтобы узнать, что в этом составе есть. Ну вот если вы зайдете и прочитаете, то в этом составе есть гормон роста. Я не буду называть, они все там тетра и так далее, называются очень сложно. Я даже учить их не хочу. Но в этом составе есть гормон. И те, кто применяют такие препараты, должны
очень тщательно. Вот написано 1 миллилитр, например, там на 5 литров воды. Вот ни в коем случае нельзя его делать на 3 литра воды. Мы же экспериментаторы, нам все время хочется что-то проэкспериментировать. Но мы никогда не задумываемся о том, что сегодня мы взяли и рибавом экстра пролили просто неразбавленным, просто пролили там, я не знаю, основание орхидеи намазали. И мы никогда не думаем о том, что через 3 месяца орхидея вдруг начинает пропадать. Почему, мы не понимаем. А орхидея, просто получив этот гормон, она должна вырасти, а ей некуда, потому что гормон ее стимулирует к росту, а она не может так быстро расти, но не может. Ну, вы же не можете, например, ребенка за год вырастить до 12-летнего подростка. Вот так и с орхидеями то же самое происходит. Поэтому всегда подходите очень ответственно к применениям гормонов. Я вам как-то показывала стакининовую пасту. Это чисто гормональное вещество, которое я лет 10 назад купила, и вот 10 лет она у меня находится в таком состоянии. Да, я попробовала. Попробовала и убедилась, что я никогда в жизни больше не буду пользоваться этой пастой. И держу ее для того, чтобы с какой-то периодичностью вам показывать и говорить о том, что на орхидее, да, она пробуждает почки, да, она там дает деток. И вот когда у вас орхидея, и вы начинаете на орхидее стимулировать эти почки, то обязательно знайте, что эта паста попадет обязательно во всю орхидею. А что орхидея потом сделает с этой пастой? Как орхидея, вернее, отреагирует на эту пасту? Непонятно. Иногда бывает, здесь начинает расти детка, а здесь орхидея пропадает. Но задуматься об этом нужно сразу. Поэтому я никогда не стимулирую почки. Но когда я экспериментировала, да, на одной выросла хорошая детка, но эти детки, они тоже нестабильны. Они могут и хорошо начать пускать корни, и вообще не пускать корни. Поэтому вот стабильности тоже добиться здесь нельзя. А на одной почке у меня вырос какой-то мутант. То есть там из одной почки полезла, я не знаю, какой-то клубок то ли листьев, то ли корней. Ну, в общем, гормоны вызывают и сильные мутации. Вы же знаете, что в нашем организме тоже есть гормоны, и в женском, и в мужском. И не один гормон, там мужской и женский. Есть гормон сна, есть гормон радости, есть... Но у нас это все должно быть сбалансировано. И когда вам врач выписывает гормоны, вы всегда спрашиваете, а не опасно ли для нашего организма это? Так вот тоже, когда применяете хоть какой-то гормон к своей орхидее, задайте себе вопрос, а не опасно ли это для нашей орхидеи? Да, все производители этим пользуются, без этого нельзя. Потому, ну, как для них это без этого нельзя, потому что мы требуем все время новых и новых орхидей. Нам все время хочется новые сорта, большое количество красиво цветущих орхидей. И они применяют это для того, чтобы продать эту орхидею нам. И не задумываются о том, будет она у нас дальше расти или не будет. Например, в Европе это одноразовое растение, но всем же хочется, чтобы оно росло дальше. Поэтому, если вы применяете такие препараты, а производитель обязательно применял такие препараты, думайте, решайте, нужно вам это или нет. Поэтому, когда я вам говорю, что я при покупке орхидеи ничем ее не поливаю, не брызгаю, не стимулирую, ни для роста, ни янтарной кислотой, ничем. Даю возможность в горшке просто переработать то, что в ней уже заложено. А потом она будет расти медленно. Медленно. Но для этого мы с вами применяем удобрения. Об удобрениях расскажу в следующий раз. Я вам часто и много рассказываю, но обязательно сделаю вывод, как мы с вами с лета до
наверное, где-то до весны или до конца февраля применяли эти удобрения и какое получилось цветение. Это видео обязательно будет. Ну а сейчас думайте, решайте сами, применять гормональные средства или не применять. Да, применение оправдано, но применение очень правильное и в нужной дозировке. Задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. До новых встреч, увидимся на канале.